Глава 306. Затруднительное положение. Может быть, они успели сбежать, пятая сестра передавал им информацию. Или может это какая-то ловушка? Взволнованно спросила женщина средних лет. Невозможно. Если бы враг подготовил ловушку, она бы активировалась, как только мы вошли сюда. И мы никак не смогли бы сбежать, опроверг это Ханли, качая головой. Услышав слова Ханли, остальные вздохнули с облегчением, но на всякий случай огляделись по сторонам. Как и ожидалось, они не нашли ничего необычного. «Старший, что нам делать? Нам стоит отступить и действовать в другой день», — нерешительно спросил второй брат. «Давайте сначала посмотрим, здесь ли управляющий Ван. Если его здесь нет, то на сегодня мы закончим нашу операцию и немедленно отступим», — холодно ответил Ханли. Выслушав слова Ханли, четверо переглянулись между собой, а затем молча кивнули. Ханли использовал магическую технику, чтобы снять звукоизолирующий барьер, а затем возглавил команду, чтобы отправиться в поместье принца. Остальные последовали за ним. Хотя резиденция управляющего Ван не была такой большой, как у молодого принца, она все равно состояла из 3 комнат и была довольно просторной. Когда Ханли и другие прибыли, в одной из комнат горел свет. Казалось, что там еще не спали. Ханли нахмурился. Казалось, что их сегодняшняя вылазка будет совершенно бесполезной. Думая так, Ханли тут же сделал несколько жестов рукой, чтобы скрыть себя, и немедленно использовал безымянную технику сдерживания ци, которой он недавно узнал. Духовная ци всего тела сразу рассеялась без следа, как будто он стал обычным смертным. Фигура Ханли вспыхнула, и он внезапно появился у стены снаружи комнаты, приложив к ней уху. Поскольку этот управляющий Ван вызывал у Ханли чувство опасности, он не рискнул использовать свое духовное чутье, чтобы исследовать комнату для информации. Постояв у стены несколько мгновений, Ханли тут же улетел оттуда и скрылся за огромным цветущим деревом. Эта сцена сильно удивила четверку с горы Мэн, которые видели все это, поскольку были поблизости. Однако внезапно они услышали голос Ханли: «Будьте осторожны. Молодой принц в комнате. Действуйте по своему усмотрению». Услышав эти слова, они тут же вздрогнули. Все они разом затаили дыхание и пристально посмотрели на комнату, не осмеливаясь создать ни единого шороха. Дверь заскрипела и открылась. Оттуда вышел молодой человек в светло-зеленом, роскошном платье. Это был никто иной, как молодой принц резиденции принца Синь. Прежде чем выйти из комнаты, он повернул голову и сказал несколько слов. Дверь закрылась за ним. Вскоре после этого свет в комнате полностью погас. Казалось, что тот, кто был внутри, лег спать. Ханли безмолвно следил за каждым движением принца. Однако кое-что удивило Ханли, он совершенно не чувствовал магической силы, исходящей от принца. Тем не менее, для Ханли было достаточно слабого чувства опасности, чтобы определить, что он должен быть учеником школы Черного демона. Возможно, потому что он был на территории резиденции, он не спешил возвращаться к себе. Вместо этого он шел медленно, как обычный смертный, разглядывая луну. Внезапно он вздохнул. Затем он сделал несколько кругов вокруг маленького двора с обеспокоенным выражением лица, как будто сосредоточенно размышлял над чем-то. Казалось, он сейчас не уйдет, четверо с горы Мэн ничего не смогут сделать, и естественно, что сейчас они не могли действовать, поскольку управляющий Ван находился поблизости. В случае битвы, принц, несомненно, позвал его, и это бы создало большую проблему. Лучшим вариантом было бы дождаться, когда молодой принц вернется в свою резиденцию, и атаковать его. К счастью, все они обладали большим терпением. Поскольку все они хорошо спрятались, они бы не могли ничем проявить себя в течение всего этого времени. По прошествии времени, которое понадобилось, чтобы съесть обеда, молодой принц, в конце концов, ушел из внутреннего двора. Все вздохнули с облегчением, однако следующая сцена сильно удивила этих людей, и они тут же пришли в ярость. Когда молодой принц собирался выйти из двора, он внезапно использовал технику иллюзий. В это же время он достал одежду и быстро переоделся. Теперь на нем была маска и одежда кроваво-красного цвета. Он был одет как человек, который послал их убить Ханли. Хотя четверо друзей были переполнены гневом, им пришлось сдержать себя. Теперь они полностью доверяли словам Ханли. Они знали, что они преследуют правильную цель. Изменив свою одежду, молодой принц выпустил демоническую ци из своего тела, и тут же стало возможным почувствовать сильные колебания магической силы 11-го уровня стадии конденсации ци. Он не собирался возвращаться в свое жилище. Вместо этого он бросил в небо длинный, кроваво-красный магический инструмент и улетел на нем. При виде этого глаза Ханли вспыхнули желтым светом, и он мгновенно передал сообщение остальным: «Следуйте за ним».
Независимо от того, куда он направляется, обязательно поймайте его в пути. Прислушиваясь к указаниям Ханли, 4 друзей с горы Мэн нетерпеливо последовали за ним на своих летающих магических инструментах. Ханли, оставшись один, продолжил наблюдать за управляющим ваном и подождал еще какое-то время. Увидев, что в комнате ничего странного не произошло, он еще немного поколебался. Затем он высвободил свою лодку Божественного ветра и последовал за ними. Скорость лодки Божественного ветра не шла в сравнении магическими инструментами 4 друзей горы с Мэн. Спустя несколько секунд он уже оказался около пустынного храма за пределами Юэцина. 4 друзей с горы Мэн зависли в воздухе. У них были бледные лица, полные нерешительности. Когда они увидели Ханли, они встретили его с приятным удивлением. Что случилось? Видя это, Ханли нахмурил лоб и спросил. Мы следовали за ним досюда, но, как мы и думали, он внезапно пробрался в заброшенный храм. Мы не знаем, заметил ли она нас или нет. Кроме того, в этом храме есть ограничения, которые являются заклинаниями формации. Мы не осмелились попытаться проникнуть внутрь, опасаясь, что там может быть засада. Видя недовольством Ханли, темнокожий старик взял на себя инициативу, чтобы объяснить ситуацию. Заклинание формации. Услышав это, Ханли почувствовал головную боль. Ханли не разбирался в заклинаний. Однако он все же сказал: «Позвольте мне взглянуть на него». Затем он внимательно осмотрел его техникой глаза Бога. Как и ожидалось, в окрестностях разрушенного храма были аномальные колебания духовной ци. Но после того, как Ханли все осмотрел, он тяжко вздохнул. Это была исключительно простая формация падающего камня, одно из самых простых заклинаний земного атрибута. Хотя культиваторы стадии конденсации ци и решили, что оно было чем-то грозным, Ханли мог легко прорваться с помощью грубой силы, даже если он не знал конкретной техники разрушения этой формации. С этой мыслью Ханли молча что-то достал из своей сумки для хранения и выбросил перед собой. Сразу после этого перед ним появились 4 высокие марионетки в форме зверя. Когда он достал марионетки, остальные 4 невольно отступили назад на несколько шагов. Ханли не обратил внимания на их тревогу и продолжил контролировать марионеток. Все они одновременно раскрыли рты и выстрелили огромными лучами света толщиной с чашу для риса в сторону разрушенного храма. В тот самый момент, когда лучи света, казалось, вот-вот врежутся в разрушенный храм, внезапно появился огромный полукруглый барьер, полностью покрывающий маленький храм. Он испускал бледно-желтый свет. Лучи света поразили световой барьер. В этот же миг желтый барьер задрожал под натиском световых лучей. Но в этот момент Ханли действовал без малейшего колебания. Он тут же достал когти черного дракона и увеличил их до 3 метров. Затем он с силой бросил их в сторону светового барьера. Разделся оглушающий звук взрыва. Желтый барьер не выдержал атаки тисков черного дракона и полностью разрушился. При виде этого 4 с горы Мэна облегченно вдохнули. Они не ожидали, что так легко можно разрушить формацию с помощью грубой силы. Это доказало, что сила атак Ханли была, по крайней мере, в несколько раз сильнее, чем сила барьера. В противном случае формацию невозможно было бы так легко рассеять. Вперед, мы не можем позволить ему уйти. С холодным выражением лица сказал Ханли. В этот момент остальные молча кивнули в знак согласия, собираясь подчиниться приказу Ханли. Но в этот момент Ханли и другие услышали насмешку. «Вы ищете меня. Этот храм был всего лишь временной крепостью для моей школы. Прямо сейчас внутри нет никого». Этот голос мгновенно заставил всю 4 с горы Мэна, которые в это время находились на своих летающих магических инструментах, попадать вниз. Они поспешно повернули головы, чтобы посмотреть, но их лица сразу бледнели от страха. Примерно на высоте в 100 метров над Ханли и остальными находился молодой принц, которого они только что преследовали. Рядом с ним также был пожилой человек и более 10 одетых в черную одежду мужчин в масках. Они были одеты точно так же, как и 4 с горы Мэн. Очевидно, что все они были учениками школы черного демона. Однако наиболее странно выглядел большой, лысый и безбровый человек с сильной духовной энергией. Он также был одет в кроваво-красную одежду, но он не скрывал свое лицо. Этот человек был культиватором в стадии заложения фундамента, как и Ханли. При виде этого 4 из горы Мэн овладело желание сбежать. Глава 307. Слуга крови. Услышав голос молодого принца, цвет лица Ханли слегка изменился. Но когда он медленно повернулся к нему, на его лице не было ни единого следа паники. Вместо этого в уголках его губ была холодная усмешка.
Он пристально посмотрел на учеников школы Черного демона и этого лысого культиватора стадии заложения фундамента. То, что у Ханьли было спокойное выражение лица, немного успокоило четверку с горы Мэн. Они тут же ободряюще переглянулись между собой. Они забрались на свои летающие магические инструменты и подлетели к Ханьли. «Это ты? Разве вы не тот человек из резиденции Цинь? Ты культиватор стадии заложения фундамента?» При виде Ханьли на лице у молодого принца появилось удивление. Хотя пожилой человек, который был рядом с ним, оставался безмолвным, в его глазах также было удивление. Только большой, лысый человек высокомерно уставился на Ханьли. Затем он сказал: «Будьте осторожнее. Этот человек — культиватор стадии заложения фундамента, у которого уровень культивации сильнее моего. Скорее всего, мне придется создать формацию черного ветра, чтобы захватить его». Услышав это, на лице молодого принца не проявилось никаких следов беспокойства на лице. Вместо этого он спросил: «Господин слуга крови, в этом случае, если этот человек станет жертвой крови для мастера школы, награда будет достаточно высокой, так?» Когда лысый услышал это, он ответил с усмешкой: «Конечно. Все культиваторы стадии заложения фундамента, которых мы захватывали ранее, были только на начальной стадии. Сущность крови этого человека наверняка намного лучше, чем у них». Услышав утвердительный ответ лысого мужчины, молодой принц повернул голову и жадно уставился на Ханьли. Затем он внезапно громко засмеялся. «Хорошо, очень хорошо. Независимо от причины, по которой ты пришел за мной, не надейся, что сможешь покинуть место живым. Устанавливайте формацию черного ветра. Быстрее!» После того, как молодой принц перестал смеяться, он тут же прокричал это с приказным тоном. Те люди в черной одежде мгновенно достали большие черные флаги и быстро направились к Ханьли, размахивая ими. «Вы все просто защищайтесь. Я сам с ними разделаюсь», — равнодушно сказал Ханьли своим подчиненным. Его фигура тут же мелькнула и исчезла. «Будьте осторожнее». Когда лысый большой человек увидел, что Ханьли исчез, он громко крикнул в недоумении, но было слишком поздно. Спустя Ханьли появился за человеком в черной одежде. Культиватор, который только размахивал флагом, сразу же остановился, словно потерял возможность двигаться. Внезапно его голова скатилась с шеи на пол. В этот момент лысый человек только и успел прокричать последнее слово. Остальные, кто держал флаги, вздрогнули от ужаса. Они действительно не знали, что им делать. Ханьли вскоре появился за другим культиватором и также быстро прикончил его. При виде этого другие культиваторы в черном не осмелились колебаться. Они перестали размахивать черными флагами, а тут же достали свои всевозможные защитные талисманы и магические инструменты. Но в мгновение ока еще два одетых в черное культиватора подверглись жестокому нападению Ханьли и погибли на месте. «Ах ты отребье, ну ты сам напросился!» Лысый мужчина заревел от увиденного, его глаза засверкали странным красными огнями. Все его тело выпустило кровавое сияние, и он тут же метнулся к Ханьли. Ханьли холодно взглянул на лысого мужчину, испускавшего кровавое сияние, а затем посмотрел на культиваторов в черном, которые тревожно смотрели на него из-за своих защитных барьеров. В этот момент, в сотни метров, от него подвергалась нападению четверка с горы Мэн. Внезапно лысый мужчина заревел подобно дикому зверю и продолжил свою атаку на Ханьли. Непонятно почему, но он не достал ни одного магического инструмента. При виде этого второй брат сделал ход. Видя подходящую возможность, он поспешил ей воспользоваться, осторожно вынул из своей сумки для хранения остроконечный зеленый шип и направил его на лысого человека. Когда лысый мужчина увидел, что на него летит этот магический инструмент, он злобно рассмеялся. Он не только не стал останавливаться, а наоборот, кинулся к нему навстречу. Худощавый второй брат обрадовался и произнес: ему явно не повезло. «Мой магический инструмент — прекрасный высокоранговый магический инструмент. Он наверняка... Ах! Как это возможно? Мой зеленый остроконечный шип». Он хотел было похвастать своим магическим инструментом, но сцена перед его глазами привела его в полное удивление, и он тут же закричал. Как только этот остроконечный шип коснулся кроваво-красного света, покрывающего лысого человека, это сияние словно ожило. Оно внезапно обрушилось на шип огромной магической силой, в результате чего этот инструмент никак не мог ему противостоять. «Хе-хе, ты надеялся одолеть меня этим крохотным шипом?» Лысый мужчина разразился смехом и притянул к себе остроконечный шип. Зеленый свет магического инструмента в его руках сразу же рассеялся. Он превратился в ненужный мусор, полностью лишённый духовной ци. В этот момент не только четверка с горы Мэн-горы выглядела очень напуганной, но и сердце Ханьли также стало биться сильнее.
Этот лысый человек определенно культивировал какую-то странную технику. Скорее всего, это была какая-то дьявольская техника первого ранга, как и у мастера секты Призрака. Большой лысый человек не позволил Хань Ли и другим опомниться и тут начал атаковать. Кроваво-красный столб света врезался в защитный барьер, который создала четверка с горы Мэн. Птыщ. Световой барьер, созданный 4 культиваторами стадии конденсации ЦИ, был подавлен с одного удара. В настоящее время весь барьер потемнел. Казалось, он вот-вот разрушится. Чувства 4 друзей внезапно изменились. Такой свирепый удар, скорее всего, превратит обычные защитные магические инструменты в груду мусора. «Старший, не могли бы вы?» Темнокожий старик поднял голову и хотел посмотреть, есть ли у Хань Ли какой-то способ блокировать противника. В конце концов, против атаки такого противника их объединенный защитный барьер не выдержал бы второй удар. Без слов, Хань Ли поднял руку и высвободил сияющий маленький, белый щит. В мгновение ока он увеличился в несколько раз и приблизился к их барьеру как раз вовремя, чтобы блокировать удар лысого человека. Бабах, раздался оглушительный взрыв, который, казалось, резонировал как с небом, так и с землей. Все культиваторы, которые находились поблизости, ощутили на себе эту вибрацию и потеряли равновесие. Четверка с горы Мэн также потеряли равновесие ненадолго. Единственными, кого не задел этот толчок, были Хань Ли и большой лысый человек. Хань Ли безмолвно посмотрел на маленький белый щит. Он увидел, что, хотя щит успешно выдержал удар, на его плоской и ровной поверхности была небольшая вмятина. Он едва смог скрыть свой страх. Хань Ли четко знал, насколько крепким был этот щит, поэтому он стал опасаться этого лысого человека еще больше. С этой мыслью Хань Ли тут же похлопал по своей сумке для хранения без дальнейших колебаний. Внезапно 2 полосы черного света и 6 полос золотого света одновременно метнулись к лысому мужчине. Завывание одновременно выпущенных нескольких магических инструментов высшего ранга очень поразило лысого мужчину. На его лице появился страх. Он дико взревел, и его тело внезапно засияло более сильным кроваво-красным блеском. Через мгновение все его тело было полностью окутано кроваво-красным сиянием, которое превратилось в огромную кроваво-красную сферу света размером около 10 метров, которая неподвижно застыла в воздухе. В этот момент магические инструменты Хань Ли яростно атаковали ее. Однако результат несколько удивил Хань Ли. Несмотря на то, что его магические инструменты врезались в сферу, больше ничего не произошло. Они не смогли ни на дюйм проникнуть внутрь. Этот защитный барьер смог полностью противостоять его атаке. Хань Ли был в небольшом замешательстве и тут же осмотрелся по сторонам. Увиденная им сцена заставила его почувствовать большую опасность. Под командованием молодого принца и пожилого человека, который, скорее всего, был управляющим ваном, ученики в черном снова выстроились в ряд, размахивая флагами. Внезапно черные флаги начали издавать жуткий вой, напоминающий завывание призрака, а вокруг них стал вращаться черный туман. Подобную сцену Хань Ли наблюдал, когда охранял шахту духовных камней. Поскольку эта церемония призыва была очень напоминала церемонию лазурного дьявольского пламени Янь, Хань Ли не мог позволить им завершить ее. С этой мыслью Хань Ли тут же, взмахнув рукой, вспомнил белый щит. Затем, не объясняя ничего старику и остальным, холодно сказал: «Я позволю тебе временно использовать его. Сначала мне необходимо избавиться от остальных». Фигура Хань Ли вспыхнула и появилась снаружи защитного барьера. Кроме того, магические инструменты, которые атаковали кроваво-красного сферу, со свистом подлетели к Хань Ли. Затем они стали непрерывно вращаться вокруг него. Глава 308. Демонстрируя техники. Хань Ли взглянул на несколько магических инструментов, которые парили рядом с ним, затем он внезапно вытащил из сумки для хранения 3 одинаковых маленьких трезубца. Он осторожно бросил их вперед, и они мгновенно превратились в 3 полосы красного света, нацеленные на культиваторов в черном. Летающие огненные трезубцы были испорчены после боя с белым пауком, но они по-прежнему были достаточно мощным магическим инструментом. Поэтому Хань Ли решил сохранить их. Затем Хань Ли жестом отдал приказ своим магическим инструментам, и они тут же разлетелись в разные стороны, превратившись в 2 полоски черного света и 6 полос желтого. В этот момент сила техники культивирования Хань Ли предстала во всей красе. Хань Ли легко мог контролировать столько магических инструментов одновременно. При виде того, как большое количество высокоранговых магических инструментов направилось на них, державшие флаги культиваторы в черном были в шоке. Как они могли противостоять всем этим атакам? В этот момент одного из культиваторов настигли 3 полоски красного света, высвобожденные Хань Ли.
Они врезались в его флаг, тот превратился в огромный черный флаг и тут же разлетелся на мелкие кусочки. Затем эти 3 полосы красного света направились к культиватору и яростно врезались в его защитный барьер. К несчастью для него, это был только низкоранговый барьер культиватора стадии конденсации ЦИ. Разве он мог блокировать удары 3 магических инструментов высшего ранга? При столкновении с этими магическими инструментами низкоранговый барьер мгновенно лопнул и исчез. Как только культиватор увидел, что 3 полоски красного света летят к нему, в его глазах промелькнуло отчаяние, однако в ту же секунду он превратился в пепел. В этот момент 2 черные и 6 золотых полос света подлетели к 2 другим культиваторам, с легкостью пробили их защитный барьер и уничтожили. Внезапно оставшиеся культиваторы запаниковали. Естественно, все они считали, что сохранение собственных жизней намного важнее, чем создание этого заклинания. Большинство из них сразу же развернулись и улетели. Несколько культиваторов с огромным мужеством и очевидным недостатком ума гордо выпустили свои магические инструменты, надеясь остановить атаку Ханьли всеми силами. Однако у Ханьли не было времени связываться с ними, так что он просто уничтожил их. 10 раскаленных красных, черных и золотых полос света метались, словно рой пчел. Любая попытка блокировать эти полосы магическими инструментами напоминала сражение яйца против камня, они сразу же разбивались вдребезги. Ханьли никому не позволял так легко скрыться. В этот момент, кроме немногих культиваторов, в черной одежде, остался только молодой принц и пожилой человек в маске, который, скорее всего, был управляющим Ван. У них не было ни единого шанса создать формацию черного ветра, поскольку Ханьли уничтожил ее заранее. Ханьли пристально взглянул на них, этот взгляд внутренне заставил их прокричать «это плохо». В то же время они выставили свои защитные барьеры и начали испускать слабый черный цвет из своих тел. Их фигуры мгновенно исчезли в густой темной ци. Что за уловки? Холодно рассмеялся Ханьли. Хотя он и не знал, какую технику они использовали, она казалась очень похожей на дьявольскую технику лысого мужчины. Однако Ханьли не знал, чем черный свет на их теле отличается от кроваво-красного света того мужчины. Может быть, это разница в уровне их культивации. Ханьли не знал, что в это время те двое без конца проклинали его. Культивация Ханьли и его магические инструменты намного превосходили все ожидания тех двоих. Дело не в том, что раньше они не встречали культиваторов стадии заложения фундамента, а скорее, что мощь этого культиватора стадии заложения фундамента Ханьли нельзя было сравнить с культиваторами их собственной школы. Даже оставшись с ним 1 на 1, 2 или 3 мастера их школы не смогли бы ему противостоять. Его техника движения была настолько быстрой, что ее невозможно было увидеть невооруженным взглядом. Его способность одновременно контролировать 10 высокоранговых магических инструментов поистине поражала. Ранее им никогда не приходилось сталкиваться ни с чем подобным. Сейчас казалось, что даже сам слуга крови не может с ним сравниться, хотя он использовал секретную технику, хотя эти двое были очень тщеславными относительно своей силы в качестве культиваторов стадии концентрации ЦИ, они бы никогда не решились быть настолько самонадеянными, чтобы попытаться сразиться с Ханьли, даже объединив свои силы. Поэтому, хотя они выпустили секретную технику из своего тела, они не только не стали наступать, а пошли в отступление. В отличие от тех двух, четверка с горы Мэн была абсолютно ошеломлена силой Ханьли. Хотя эти люди знали, что сила Ханьли была велика, они не могли себе представить, насколько, потому что им ни с чем было сравнивать. Но теперь, когда они своими глазами увидели, что Ханьли сражался одновременно с более 10 культиваторами с культивацией, на уровне их собственной, а также убил 5 или 6 из них в одно мгновение. Оставшиеся в живых бежали без оглядки от страха. Такой высокий уровень культивации. Какая техника? Четверка была абсолютно поражена его силой, Ханьли глубоко вздохнул. Как только он решил схватить молодого принца и управляющего Ван, внезапно раздался свирепый вой, который доносился из кроваво-красной, световой сферы. Услышав это, молодой принц и его соратник удивленно переглянулись между собой. На лице Ханьли появилось торжественное выражение. Ему надоело охотиться на них двоих, поэтому он торопливо хлопнул по своей сумке для культивации, и у него в руке тут же появился изысканный магический инструмент. Без капли сомнений Ханьли бросил его в сферу кроваво-красного света. Ханьли метнул в него желтую чашку, которая в одно мгновение увеличилась в размерах до 15 метров. Это была та сама небесная чаша, которую он приобрел в качестве трофея в схватке с культиватором секты маскирующейся луны Суаньли. В это самое время этот магический инструмент поймал в ловушку того самого слугу крови, словно паука. С этим магическим инструментом на самом деле было трудно справиться. Бдыщ! Чаша метко приземлилась на сферу кроваво-красного света и в ту же секунду накрыла его. Его рев больше было невозможно слышать.
При виде этого Хань Ли сохранял холодное выражение лица, хотя в глубине души он был очень рад. Неужели этого слугу крови можно было так легко поймать? Затем Хань Ли повернулся и неожиданно улыбнулся тем двум. Внезапно он поднял руку. В мгновение ока огромное количество огненных шаров вырвалось из его руки и метнулось в их сторону, словно огненное. Небо окрасилось в красный. Эта сцена испугала пару, и они поспешно выпустили инструменты защиты от оборотов диска перед ними. Раздался поток оглушительных взрывов, в результате чего молодой принц был ошеломлен. Бесчисленное множество огненных шаров врезалось в защитный барьер принца, часть из них пролетела мимо. Однако большая часть защитного черного ци также была рассеяна. Это сильно напугало и разозлило молодого принца. Он ясно понимал, что такое количество огненных шаров можно было создать только с помощью магических талисманов. Ожидая, когда волна огненных шаров прорвется, он внезапно услышал жалкий крик рядом с собой, который заставил его вздрогнуть и поспешно взглянуть в направлении крика. То, что он увидел, повергло его в неописуемый ужас. Пожилой мужчина в маске, который изначально находился рядом с ним, был бессилен перед атакой Хань Ли. Черная ци, защищающая его тело, полностью рассеялась, а из его тела хлестала крови. Неожиданно у него осталась только одна рука. Из-за увиденного по-настоящему неудержимый страх перед Хань Ли возник в его сердце. Он проклинал своего слугу за то, что тот оказался настолько бесполезен. Хань Ли ледяным взглядом посмотрел на молодого принца, а затем снял маску с его пленника, являя на свет лицо управляющего Ван. Он кривился от боли. «Невозможно. Как ты его поймал? Нашу дьявольскую технику защиты тела ци не так легко прорвать», — воскликнул молодой принц. Внезапно он поднял обе руки и отчаянно выстрелил 10 полоскам черного света в Хань Ли. На лице Хань Ли внезапно появилась насмешка. Он поднял одну руку, и перед ним появился черный щит. В результате чего мощная атака принца была блокирована, оставляя после себя лишь небольшой хлопок. Молодой принц с удивлением уставился на щит, обнаружив, что на самом деле он представляет собой огромный панцирь черепахи. Однако этот панцирь черепахи выглядел совершенно обычным, казалось, его еще надо было усовершенствовать. При виде этого молодой принц тут же окутал свое тело черным светом и метнулся прочь как молния, желая убежать. Однако, разве Хань Ли мог так легко отпустить его? Хань Ли с легкостью догнал молодого принца, внезапно появившись перед ним. Затем он взмахнул рукой и высвободил огромный лазурный меч длиной более 9 метров, а затем атаковал принца. При виде этого молодой принц ехидно улыбнулся. Дьявольская ци, защищающая его тело, разъедала всевозможные магические инструменты. Поэтому он не опасался меча и приложил все свои силы, чтобы сбежать как можно быстрее. С этой мыслью фигура молодого принца поднялась выше, чтобы скрыться от Хань Ли наверху. Глава 309. Демоническая трансформация. Вы не сможете противостоять этому. Быстрее, уворачивайтесь. Сопротивляясь острой боли, управляющий Ван громко закричал, пытаясь предупредить молодого принца. Очевидно, его предупреждение прозвучало уже слишком поздно. Услышав это, молодой принц подсознательно наклонился в сторону, желая увернуться от огромного лазурного меча. Однако, меч внезапно изменил свое направление и скользнул к его ногам. Черная ци, защищающая его тело, рассеялась под атакой лазурного меча и не оказал против него никакого эффекта. В результате меч с легкостью ранил обе его лодыжки. Молодой принц громко закричал, теряя равновесие. Этот человек всю жизнь жил в роскоши, и хотя и мог быть исключительно проницательным, но он никогда раньше не испытывал таких страданий. Естественно, он не мог перенести боль от раненых ног. Однако Хань Ли также был напуган этой сценой. Он давно не использовал лазурный меч, что решил, что он случайно убил принца, но увидев, что принц жив, Хань Ли радостно рассмеялся, подобрал принца и вернулся к четверке с горы Мэн. Хань Ли был очень весел от того, что решил эту проблему, но в то же время в его голове было полно вопросов. Из-за того, что при виде молодого принца и управляющего Ван Хань Ли ощущал опасность, их должно быть намного сложнее поймать. Однако он смог легко их захватить. Неужели его таинственная интуиция его подвела? Хань Ли покачал головой и почувствовал, что что-то не так. В этот момент оставшиеся культиваторы в черной одежде поняли, что удача отвернулась от них. Переглянувшись между собой, они разбежались в разные стороны, не оставляя после себя и следа. Хань Ли не собирался гнаться за ними. Они были всего лишь низкоуровневыми культиваторами, недостойными его внимания.
Подумав об этом, он подлетел к четверке с горы Мэн и сбросил на них пленников со словами «Вылечит их раны». «Нам еще нужно их допросить». Юноша и второй брат немедленно приступили к исполнению приказа, поймав двоих. Они были настороже. В этот момент не только Ханьли уважительно относились к четверке с горы Мэн, но и их сердца также были полны уважения к нему. Недавняя демонстрация мощи Ханьли произвела на них незабываемое впечатление. Уровень культивации старшего действительно очень высокий. «Это значительно расширяет перспективы для нас», — сказал с глубоким уважением темнокожий старик. В этом не было ничего особенного. Когда Ханьли увидел благоговение на их лицах, он испытывал чувство гордости. Тем не менее, он добавил, что об этом даже не стоит и говорить, заставляя этих четверых почувствовать, что старший Хань был очень таинственным, бам-бам. В этот момент эти громкие удары заставили цвет лица Ханьли слегка измениться. Четверо друзей поспешно оглянулись. Женщина средних лет первой поняла, что произошло, и закричала: «Старший, скорее, смотрите! Ваш магический инструмент!» Ханьли уже повернул голову, чтобы взглянуть на свою небесную чашу, которой он поймал лысого культиватора. Эти невероятно громкие звуки доносились изнутри чаши. Было видно, что поверхность чаши уже слегка деформировалась под натиском его ударов. С каждым последующим звуком стена небесной чаши деформировалась все больше. Спустя уже 10 ударов чаша деформировалась до неузнаваемости. Она была совершенно не похожа на то, как выглядела изначально. Но еще хуже было то, что желтый свет чаши стал намного бледнее. Казалось, что большой лысый человек может разрушить чашу в любой момент. Ханьли был в шоке, хотя он и не знал, почему сила этого культиватора возросла. Было очевидно, что чаша не сможет сдержать его. Нужно было принимать другие меры. С этой мыслью Ханьли достал множество магических инструментов, которые ранее вращались вокруг него, и высвободил 8 марионеток кукольных зверей. Он тут же выстроил их в линию перед собой и четверкой с горы Мэн, создавая барьер. Не успел он это сделать, как тут же раздался оглушительный взрыв. Небесная чаша разлетелась вдребезги, а затем из ее осколков вылез человекоподобный монстр. Что это? При виде этого женщина средних лет закричала в ужасе. Выражения ли 3 остальных тут же позеленели от страха. Даже Ханьли был поражен увиденным. Большой лысый человек теперь полностью напоминал демона как внешне, так и своей силой. Ростом он был более 6 метров. Его зубы стали такими же острыми, как у дикого зверя. 2 черных рога торчали из его головы, а позади него тянулся длинный железный хвост. На всем его теле было множество красных и черных иероглифов. Большая часть его голого тела была покрыта свирепой, дьявольской ци. Едва ли его теперь можно было узнать с таким нынешним внешним видом. В его глазах сиял зловещий зеленый свет, а взгляд был наполнен желанием убивать. От человека в нем ничего не осталось. Он взглянул на Ханьли и остальных леденящим душу взглядом, а затем присел на корточки, словно готовясь к прыжку. Когда четверка с горы Мэн увидела это, они были напуганы до ужаса. Помимо этого, они также были в недоумении, что делать, как вдруг они услышали голос Ханьли. «Высвободите свои магические инструменты». Повинуясь приказу Ханьли, его марионетки одновременно раскрыли свои рты и выстрелили над лучами света, поразив демона, словно молния. Его противник тут же свалился на землю. При виде этого четверка с горы Мэн очень обрадовались и стали также атаковать монстра со всех сторон. Они хотели быстро уничтожить этого жуткого демона. К сожалению, их желанию было не суждено сбыться. Внезапно поток дьявольской ци выстрелил в небо от того монстра, и он яростно подпрыгнул. Независимо от того, какой магический инструмент атаковал его, на его теле не было ни царапины. Четверка с горы Мэн широко распахнула глаза от удивления. Трансформированный демон безумно заревел в небо и внезапно начал размахивать руками, словно ветряными мельницами, отбрасывая в стороны все магические инструменты, которые летел в него. В одно мгновение его невероятно острые когти превратили их в куски металлолома. Не дожидаясь, когда четверо друзей оправятся от шока, глаза трансформированного демона зажглись нефритовым светом, а его тело несколько раз встряхнулось, покрываясь защитным барьером. Он протянул когти и отчаянно кинулся на них. Хрясь! Темнолицый старик действовал быстро и активировал щит, что позволило ему вовремя заблокировать атаку. Однако на щите остались 5 глубоких царапин от когтей. Кроме того, лицо старика побледнело в одно мгновение. Было очевидно, что его магической силы недостаточно для использования щита для защиты. При виде этого монстр злобно засмеялся и взмахнул другой рукой, чтобы снова нанести удар по щиту со скоростью молнии. Однако его выражение лица сразу же изменилось.
Он резко отдернул свои руки и скрестил их на груди. В этот момент вторая волна световых лучей направилась на него, врезавшись еще раз. Однако на этот раз атака не подействовала на трансформированного демона. Его всего лишь отбросило назад на 100 метров. Но темнокожий старик при виде этого вздохнул с облегчением. Он вытер холодный пот со лба и нервно сказал троим другим: его атаки слишком свирепы. Магическая сила одного человека не выдержит против его ударов. Вы все соберите свои силы, чтобы удержать щит. Услышав слова своего старшего брата, оставшиеся трое без колебаний вытянули руки и приложили их к щиту, вливая в него духовную силу. Поскольку вторая атака не подействовала на человека, превратившегося в демона, который, казалось, стал еще более жестоким, как только светлые лучи марионеточных зверей исчезли, он сразу же снова бросился вперед, размахивая клыками и когтями. Но когда он собирался ударить по белому щиту, другая волна световых лучей снова отбросила его. При виде этого Хань Ли напряженно морщил лоб. Так как этот монстр смог прорваться сквозь небесную чашу, а его тело могло противостоять световым атакам марионеток, то не имело значения, какие магические инструменты против него использовать. Было очевидно, что все они будут бесполезны. Возможно, только талисманы сокровища смогли бы нанести ему хоть какой-то ущерб. Подумав так, Хань Ли больше не колебался и приказал четверке с горы Мэн: отвлеките его вместе с марионетками. Мне нужно время, чтобы подготовить мою магию. Хань Ли не стал дожидаться их ответа, а тут же достал лазурный талисман из своей сумки для хранения и торжественно сел с закрытыми глазами, сжимая талисман в руке. Хань Ли не рассказал им о талисмане сокровищ, потому что он понимал, что такие слабые культиваторы, скорее всего, не знали, что это такое. А что еще более важно, сейчас было неподходящее время для объяснений. Техники, которыми владел Хань Ли, определенно превосходили возможности четверки с горы Мэн. Эти четверо уже давно поняли это. Приглянувшись между собой, им ничего не оставалось, кроме как собраться с мужеством и согласиться. Трансформированный демон тут же бросился на них в нескольких последовательных атаках, но в каждой атаке он потерпел неудачу. Хотя белый чешуйчатый щит и был пронизан следами от его когтей, он все же не мог пробиться сквозь него. Они даже могли отбрасывать его на какое-то расстояние, в результате им даже удавалось немного перевести дыхание. Глава 310. Королевская семья. Благодаря уровню своей культивации, на среднем стадии заложения фундамента Хань Ли смог активировать талисман сокровищ в несколько раз быстрее, чем когда он был культиватором стадии конденсации Ци. За несколько минут лазурный талисман в его руке превратился в 2-дюймовый лазурный нефритовый жезл, который начал неистово мерцать сияющим светом. В этот момент объединенная магическая сила четверки с горы Мэн достигла своего предела. Беспрерывно подвергаясь атакам монстра, белый чешуйчатый щит дрожал словно под ударами молота, в то время как лица всех четверых побледнели из-за утомления. «Старший, поторопитесь!» Темнокожий старик увидел трансформацию талисмана Хань Ли и не мог не поторопить его. Но у Хань Ли не было времени обращать внимание на старика. Вместо этого он, увидев, как трансформированный демон отразил атаки световых лучей, сразу же влил всю свою духовную силу из своего тела в нефритовый жезл. В одно мгновение маленький нефритовый жезл засиял еще ярче. Он раскололся на две части, на 4. В мгновение ока он превратился в несколько сотен подобных маленьких жезлов. Каждый жезл гудел и подрагивал, вращаясь вокруг Хань Ли. При виде этого четверка с горы Мэн потеряла дар речи. Они не верили своим глазам, считая, что это иллюзия. Хань Ли тут же направил жезл на демона. В ту же секунду поток световых жезлов, словно прорванная плотина, свирепо метнулся к монстру. Хотя разум человека, превратившегося в монстра, сейчас был затуманен, когда он столкнулся с нападением талисмана сокровищ Хань Ли, он, похоже, понял, что его не ждет ничего хорошего. Страх появился на его лице. Со вспышкой красного света он безумно отскочил, словно падающая звезда, со скоростью почти такой же, как лодка божественного ветра. Эта сцена ошеломила Хань Ли, оставив его в полной растерянности. Тем временем монстр уже ускакал больше, чем на 300 метров. Хань Ли мог видеть только его отдаляющуюся фигуру. Хань Ли тяжело вздохнул, но не стал его преследовать. Вместо этого он слегка взмахнул рукой, заставив талисман сокровищ вернуться к первоначальному виду. Это выглядело так, как будто он не хотел предотвращать будущие проблемы. Однако остальное использование талисмана сокровищ талисмана было ограничено. И если бы он продолжал использовать его в течение длительного периода времени, Хань Ли не знал, насколько хватит его талисмана сокровищ.
При виде того, как такой грозный противник сбежал от Ханьли, они были чрезвычайно потрясены, но сейчас они едва могли стоять на ногах. Увидев, что они были бледные от усталости, после минуты размышления Ханьли достал из своей сумки для хранения маленькую бутылочку с лекарством и передал их им каждый: «Возьмите по одной таблетке. Это вам поможет прийти в себя», — с легкой улыбкой сказал Ханьли. Независимо от того, как это выглядело, эти люди были весьма полезны в сегодняшнем сражении. Он, естественно, должен был в некоторой степени отблагодарить их. Как и ожидалось, эти четверо были очень благодарны его заботе. Затем старик с уважением взял бутылку и слегка налил ее, высыпая в руку таблетки. Почувствовав запах таблеток, он невольно воодушевился. Поскольку у старика был богатый жизненный опыт, он с одного взгляда понял, насколько ценными были эти таблетки. Несколько раз поблагодарив Ханьли, он вместе с другими принял по одной таблетке. Как только таблетки попали в их желудки, они сразу же рассеялись, выпуская тепло в каждый дюйм их тела. Они сразу почувствовали себя лучше, испытав при этом большую радость. «Нам нужно уходить. Если мы задержимся здесь, есть вероятность, что сюда прибудет подкрепление из школы Черного демона», проговорил Ханьли, взглянув на пойманного им молодого принца и управляющего Вана. Эти четверо ничуть не возражали. Они послушно погрузили двух пленников на лодку Божественного ветра. Ханьли тут же отправился в путь со всеми на борту. На небом разрушенного храма снова воцарился мир. Никто бы не смог сказать, что здесь произошла ожесточенная битва между культиваторами. Ханьли и компания вернулись в резиденцию Цинь, прямо опустившись в его жилище. Опасаясь, что любая задержка принесет неприятности, Ханьли поменял изначальный план и начал допрашивать молодого принца и распорядителя этой же самой ночью. Ханьли планировал лично допросить молодого принца, а управляющего Ван поручил тем четверым. Он был убежден, что с проницательной безжалостностью темнокожего старика он бы смог получить удовлетворительный результат. Заставить культиватора говорить правду была непростая задача. Однако, для культиватора уровня Ханьли это было совсем не проблемой. Особенно заметно это было при такой большой разнице в силе культиваторов. Сначала молодой принц отказывался что-либо говорить, совершенно не желая отвечать на вопросы Ханьли, но затем тот заставил молодого принца выпить какую-то лекарственную жидкость. В результате у принца закружилась голова, а его разум погрузился в забытье. Затем Ханьли использовал обычную магическую технику гипнотического глаза и взял его разум под свой контроль. В результате принц послушно ответил на вопросы Ханьли, словно марионетка. Слушая ответы молодого принца, лицо Ханьли тут же изменилось. Сначала оно побледнело, но потом оно стало очень мрачным. Когда молодой принц разгласил все свои тайные секреты, Ханьли что-то пробормотал себе под нос. Затем он достал черную лекарственную таблетку, которую он приготовил заранее, засунул ее в рот молодому принцу и вышел из своей комнаты. Этой пилюли, разрушающей душу, было достаточно, чтобы спокойно убить молодого принца. Хотя Ханьли не очень хорошо относился к использованию яда, чтобы убить беззащитного человека, в случае молодого принца, который использовал более 10 культиваторов в качестве жертвы крови, чтобы культивировать свое демоническое искусство, его смерть не могла считаться несправедливой. Когда он прибыл во двор, четверо друзей горы Мэн обсуждали допрос с торжественными выражениями на лицах. Как только они увидели, что пришел Ханьли, они тут же поприветствовали его. Ханьли тут же сел и спросил: «Ну что насчет этого?» Управляющий Ван признался во всем. Все четверо переглянулись между собой. Как самый старший среди них, отвечать начал темнокожий старик: «Старший, вам следует знать. Боюсь, что ситуация довольно сложная, особенно если управляющий Ван не лжет». Сказав это, старик внимательно посмотрел на Ханьли. Но выражение лица Ханьли ничуть не изменилось. В итоге старику ничего не оставалось, кроме как продолжить. Согласно информации, полученной от этого человека, он обучался в школе Черного демона. Однако большая часть этой информации незначительна. Важно другое: мастер школы Черного демона прячется в имперском городе. Кроме того, нынешний смертный император государства Юэ уже давно стал его марионеткой, превратив императорский дворец в гнездо школы Черного демона. Таким образом, мастер школы Черного демона, человек по имени Ли Паюнь, евнух среди управляющих в императорском дворце. Говорят, что он уединенно культивирует. Говоря это, темнокожий старик невольно нахмурил лоб. Он чувствовал, что это очень непростое дело. В конце концов, даже если культиваторы презирали смертных, им все равно приходилось относиться с осторожностью к высшему управлению смертного мира. После того, как Ханьли услышал это, его лицо не изменилось. Однако в глубине его сердца он неистово вздыхало, у него не было никакого страха перед императором, но он знал, что нынешняя королевская семья государства Юэ фактически сотрудничает с 7 сектами.
У каждой из сект было неписанное правило, строго запрещающее даже одной ногой ступать в запретный город. Это было во избежание того, чтобы какая-либо секта насильно захватила королевскую семью и поставила другие секты в невыгодное положение. Таким образом, в течение нескольких сотен лет в императорском городе Юэ не было ни малейшего следа ни одной из 7 великих сект. Пока государство императора Юэ не совершало каких-либо серьезных ошибок и не делало им никаких предложений, 7 сект не беспокоили их. Возможно, именно благодаря этому школа черного демона воспользовалась этой шикарной возможностью. Хань Ли уже долго размышлял над ответами молодого принца, но он все еще не знал, что делать. Это правило поддерживалось в течение столь длительного времени. Даже если бы он раскрыл истинную личность мастера школы черного демона, кто знал, получит ли он наказание за нарушение правила о неприкосновенности императорского города. Мало того, что он не мог получить никаких заслуг, но Хань Ли просто мог быть сурово наказан, поскольку он не знал, что было правильно, а что нет, он сильно разозлился. За долгую историю 7 великих сект такие явления уже происходили раньше. Бывали времена, когда авторитет некоторых правил был гораздо более важным, чем правильность или неправильность этого дела, в результате чего Хань Ли очень боялся последствий. Хань Ли был тем человеком, который не любил расходовать свои силы понапрасну, а тем более получить отрицательный результат. Но, возвращаясь к главной теме, возможность обнаружить истинную личность мастера школы черного демона оказалась такой доступной, что это было слишком неожиданно, однако это было просто случайное стечение обстоятельств. Согласно информации молодого принца, даже культиваторы стадии заложения фундамента не знали ни о его происхождении, ни о том, как он выглядит. Эти двое были теми из немногих людей, которые знали, как выглядит мастер школы черного демона. Это было только потому, что у управляющего Ван и молодого принца были довольно длительное знакомство с мастером школы. Один из них был старшим двоюродным братом мастера школы и однажды спас его жизнь. Другой был его единственным официальным учеником и получал немалую поддержку. Естественно, благодаря таким близким отношениям они смогли узнать множество значимых людей. В противном случае, как в таком большом городе, как Юйцин, два простых ученика стадии конденсации ЦИ смогли бы занимать такое влиятельное положение в школе черного демона.